Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой вот мотив. Сказать, что он легкий, не буду говорить, хотя на вид смотрится просто. В первых видеокадрах вы видели жакет, кофта, связана именно вот с таких наборных мотивов. Как только посмотрела на схему, думала, все просто, но оказалось, что не так просто. Но все в то же время. Не все критично, мы с вами справимся. Поэтому, кому понравилась идея, присоединяйтесь. Мы сейчас с вами его разберем. Итак, у нас с вами есть схема самого мотива и показаны точки, где он соединяется. Для начала мы с вами свяжем 10 воздушных петель. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в это колечко будем вязать столбики с двумя накидами, начиная вот с этого столбика, с единичного, то есть 4 петельки подъема, затем 5 воздушных и подряд 3 столбика с двумя накидами. 5 воздушных, 3 столбика с двумя накидами. Так мы вяжем по кругу. В итоге у нас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 таких наборов. Далее у нас идет очень хитрая своеобразная вязка для того, чтобы нам получить такой мотив. Схему я сейчас выставлю в уголочек видео. Показывать больше не буду, потому что у меня камера моя, когда я вяжу, концентрируется на схеме, а не на самом вязании. Поэтому и вам плохо видно, и я потом переживаю, что вы не увидите то, что хотите. Итак, давайте приступим. Вязать буду я с тонкой пряжи, потому что уже связала один мотив, и мне бы хотелось показать его соединение. У меня были комментарии о том, что вязать потолще. Вы знаете, когда вяжешь потолще ниточка, на мой взгляд, получается не такое изящное, не такое красивое. Вот смотрите, вот связано у меня с достаточно толстой нитки. Если бы я связала это с тонкой, эта бы вещь смотрелась совершенно по-другому. А вот с толстой она смотрится неплохо, очень оригинальная, интересный мотив, да. Но если бы я связала его с тонкой нитки, вот с такой, допустим, да, или вот мы с вами бежевой ниточкой работали, вот с такой нитки, то это был бы совершенно другая вещь. Вот вы попробуйте, я выложу это видео, вы попробуйте и свяжитесь с тонкой нитки. Вы просто увидите колоссальную разницу. Итак, набираем 10 воздушных петель. 1, убираю все со стола, потому что идет не там концентрация. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Соединяем в колечко и вяжу соединительную петлю. 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Это как бы будет последний столбик последнего нашего набора. Теперь 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. На 2 накида. Мы заходим с вами в наше колечко из 10 воздушных и подряд вяжем 3 столбика с двумя накидами. 2 накида и столбик. Теперь 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. И повторяем такой же набор. Как мы с вами видели по схеме, у нас 8 таких наборов. Так, довязываем. Прошла я все по кругу. И смотрим. Вот у нас как бы единичный был набор, просто 4 столбика. Мы пока его не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И у нас вот должен быть 8. То есть, видите, вот он 8 у нас как бы разрозненный. Мы должны их соединить, зайти в 4-ю петельку подъема и
соединиться. Вот так. И вот теперь в итоге мы получили с вами 8 наборов по 3 столбика с 2 накидами, и между ними арочки по 5 воздушных петель. Ну и теперь мы с вами начнем колдовать. Так, заходим под первую арку. Можно даже сделать вот как. Можно сделать одну воздушную петлю и зайти в первый столбик, связать столбик без накида. Вот так. Заходим под арку. 1, 2, 3. Там как бы 4, 3 не совсем понятно. Давайте сделаем 4. Теперь 3 воздушных петельки. Опускаемся опять на эту же арочку. Опять вяжем 4 столбика. 1, может даже можно и 3, чтобы не так сильно было плотно. Вот 4. И я захожу вот в первый столбик, связала столбик без накида, и захожу во второй столбик, связала столбик без накида. Теперь вот у нас первая арка. Таких арок у нас должно быть 4. Мы будем чередовать вот такую арку и следующую. Следующая арка. Заходим опять под арочку. 1, 2, 3. Давайте я буду вязать 3, чтобы не так плотно было. 4. 4 столбика без накида. Вот над этой мы вяжем с вами пико. То есть получаем пико над столбиком, да? И опускаемся опять под арочку. 1, 2, 3 и вот 4. И захожу в первый столбик, связала столбик тоже без накида. Вот так. Теперь что я делаю? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 воздушных петель. Я поворачиваю вязание. Мы заходим с вами, вот видите, наши вот эти вот 2 столбика, мы же в них тоже заходили. Я захожу, допустим, в первый столбик, связала соединительный. Теперь поворачиваю вязание. Даже мы с вами можем зайти в следующий столбик. Первый, во второй мы с вами. Нам нужно, видите, в первый связали, у нас еще остался вот средний, третий столбик. Нам нужно с вами как-то соединиться так, чтобы не очень было. Я захожу во второй столбик, вот так вот протягиваю петельку. Вот я ее протянула, да? И теперь я захожу под арку и буду вязать столбики без накида. И мы с вами должны будем связать вот под эту арочку из 15 воздушных 25 столбиков без накида. Плотненько я связала. И теперь смотрим, мы связали вот последний столбик. И захожу в средний столбик из нашего набора, вяжу, как бы прикрепляюсь этой аркой. И затем у нас на подходе следующая арка. Под эту арку 1, 2, 3 и вот 4. 3
воздушных петлей. Мы просто с вами опускаемся на нашу арку и вяжем 1, 2, 3, 4. Мы заходим в первый столбик, мы заходим во второй столбик и переходим под арку. Я сейчас все повторяю. 1, 2, 3, 4. Над этим столбиком мы с вами вяжем пико. Вот так. Связали пико и опустились. 1, 2, 3, 4. Связали в первый столбик, столбик без накида. С этой точки 15 воздушных петель. 15 воздушных петель мы с вами связали. И я думаю, что нам даже не нужно поворачивать. Мы можем вот с этой точки, со средней, зайти и протянуть. Так будет, наверное, даже лучше, чем как я показывала первый раз. Вот мы с вами протянули. И сразу же заходим под арку и вяжем 25 столбиков без накида. То есть, как я уже говорила, что мы с вами чередуем просто арочку обвязанную и арочку вот с дополнительной арочкой, в которой 25 столбиков. Это у нас угловые части нашего мотива. Видите? То есть таким образом мы с вами довязываем, чередуем вот такую, скажем, конструкцию в нашем и вот такую, такую и такую. Продолжаем. Так, смотрите, я обошла все по кругу. У нас получилось сейчас немножко фалдит, но после влажной обработки он у нас станет ровным. И у нас остался еще один ряд. Вот этот ряд, который идет обвязкой, одновременно мы с вами соединяемся. Последняя, 25-я, да, и я куда захожу вот в этот столбик и вяжу соединительную петельку. Но самое не получилось. Вот так. И теперь нам нужно соединительными петельками зайти вот в эту вот арочку из 3 петель. Поэтому аккуратненько. Можно даже крючочек взять потоньше. Я взяла потоньше крючок. И вот 1, 2, вот 3, вот 4. И вот в итоге мы с вами под арку я связала столбик без накида. Есть. И теперь что мы с вами делаем? 1, 2, 3, 4. На вот этой вот большой петле мы с вами считаем 1, 2, 3, 4, 5. Вот в пятый столбик я делаю накид и вяжу полустолбик с накидом. Ну или просто, как говорится, полустолбик. Мы связали с вами. И на вершине этого полустолбика вяжем пико. Для того часть этих пико у нас будет участвовать в присоединении мотивов. Теперь 2 воздушных петельки. На вот этой вот большой петле мы с вами считаем 1, 2. Я зашла в 3-ю, накид. 1, 2, вот в 3-ю, столбик, полустолбик. И тоже пико. 1, 2, 3. Далее будем вязать через один столбик. Так, получили с вами очередное пико. 2 воздушных, накид. Мы теперь пропускаем один столбик и заходим во второй. Тоже пико. В итоге мы должны с вами получить
Давайте посмотрим на схему. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 таких столбиков на вершине каждого пико. Первым столбиком мы здесь пропускаем с вами 2. Далее через одну петлю мы вяжем все. И последний, 8, у нас тоже будет через 2 петельки на вот этой большой петле. Столбик. Принцип вы поняли. Ну, а соединение, если мы с вами посмотрим, видите, вот внутренние петли у нас остаются, а 2 крайние соединяем. Смотрим, я прошла первую нашу арку, получили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков, на каждом из них пико. В первом варианте у нас с вами здесь пропущено 2 столбика, и в последнем, между последним и предпоследним тоже 2. А в остальных у нас по одному столбику на вот этом вот полукольце, да, и между каждым столбиком идет по 2 воздушных петельки. Далее мы должны с вами перейти на следующую арку. Как мы это делаем? 1, 2, 3, 4. 4 воздушных, и заходим вот в эту арочку из 3 петель, да, которую мы с вами выполняли. И далее опять 1, 2, 3, 4, накид. Ищем с вами 1, 2, 3, 4. Вот она наш пятый столбик. Мы связали с вами полустолбик, 1, 2, 3, и на этом полустолбике мы связали с вами пико. 2 воздушных, накид, на кольце пропустили 2 в третий, ну и далее мы с вами повторяем точно так же, как и вот первую нашу петлю или арку. Давайте посмотрим, и как мы с вами можем соединиться. Я связала вот 1, 2, 3, 4, 5. Вот у нас 6 столбик. Здесь мы тоже, в принципе, можем искать 6, или с этой стороны 1, 2, 3. Мы соединяемся с помощью пико. То есть мы с вами связали столбик, теперь 2 воздушных. Здесь мы тоже можем 1, 2, 3, 4, 5. Вот он 6 столбик. Или 3 с другой стороны. Протянули, завершили. Как бы набирать петли для пико. И закрыли в пико. Все. Теперь 2 воздушных петельки. Накид мы пропускаем с вами одну, заходим во вторую и соединяемся точно так же. 1, 2. Как мы с вами смотрели схему, у нас одна петелька внутренняя остается пико, да, а 2 последующие не попадают. Вот так, вот так, вот так и завершаем. Вот завершили пико. У нас осталось еще 2 воздушных петли. Так, накид 1, 1, 2, вот в третью зашли, связали полустолбик, над ним пико. Этот мы с вами не соединяем, он остается свободным. Вот видите, вот у нас соединение. И далее мы идем с вами 1, 2, 3, 4 под арку. И согласно схеме мы пропускаем один внутренний, второй и третий пико мы соединяем. Итак, я соединила и завершила. Завершили мы с вами соединительной петлей в точке, с которой вы хотели. Вот в итоге что у нас с вами получается. Набором таких вот мотивов можно связать любую вещь. На этом моменте я с вами прощаюсь. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам творческих успехов и до скорых встреч!